На территориях, с которых были отведены российские вооруженные силы, киевский режим продолжает репрессии против местных жителей. Они подозревают их, как они называют, в коллаборационизме. Их пытают, допрашивают. Теперь уже не обходятся просто привязыванием к столбам, скотчем, обливанием всеми видами химикатов, издевательством. Арестовывают не только за сотрудничество с российскими властями, но даже за переписку с родственниками в России. Обвинение в госизмене, так называемое, было предъявлено оставшемуся в Херсоне раввину Йосифу Ицхак Вольфу за то, что он разрешал российским военным молиться в синагоге. Вот за это ему грозит пожизненное лишение свободы. Вы знаете, а у меня вопрос, в том числе к моим израильским коллегам. Я помню, с каким неподдельным, и я на самом деле даже не удивлюсь, что это действительно было искренне, возмущением они реагировали на различные проявления с их точки зрения неуважительного отношения к их религии, к их культуре, к их истории. А это что? Сейчас такое происходит, как такое в принципе может быть, и как это может оставаться без реакции. Облавы, фильтрации не прекращаются. Уже задержано свыше 700 человек, и в службе безопасности Украины просто не скрывают, что таким образом создается некий фонд для будущих обменов на находящихся в России пленных украинских военных. На днях достоянием гласности стали появившиеся в соцсетях просто по-настоящему леденящие душу кадры расстрела военнослужащими вооруженных сил Украины 2 гражданских лиц в окрестностях Артемовска. Видимо, их тоже уличили в симпатиях к России. Российские следственные органы тщательно фиксируют все преступления украинской вот этой вот киевской режимной клаки. Лица, причастные к их совершению, должны предстать перед судом. Никто не уйдет от ответственности. Но подчерк, вы посмотрите на их подчерк. Ведь раньше такие преступления вот в такой стилистике, в таком формате осуществляли террористы и экстремисты, которых весь мир не просто осуждал, но их ненавидел. Мы же прекрасно помним, да, расстрелы в ямах, выкрикивание каких-то лозунгов, отрубание голов и так далее. Но это было где-то не в Европе. И так называемая цивилизованная Европа говорила, что она такому не подвержена. Вот сейчас этот же самый подчерк мы видим в преступлениях киевского режима, того самого, который на протяжении 30 лет так или иначе, потому что они же не всегда были у власти, но они были в так называемой оппозиции, в политических кругах, они 30 лет присягали на верность этому самому коллективному Западу. Еще раз говорю, не только важно, что эта деятельность преступная, важно и то, во что они превратились на наших глазах. Они же превращаются в тех самых террористов, экстремистов и боевиков, который коллективный Запад впрямую сделал, объявил вселенским злом. Вот теперь это киевский режим и те, кто реализует преступные указания.